QX55 кросс-купе. В 2008 году, я уверен, этот автомобиль произвел бы фурор на всех рынках, стал бы бестселлером и запнул за пояс немецкую четверку. Но сейчас на дворе 2021 год, и Infiniti немного не успевает. Насколько немного? Ну, во-первых, компания обещала, что к 2021 году все ее автомобили будут либо гибридными, либо электрическими. Перед вами автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. В оправдании Infiniti это очень оригинальный и интересный мотор, но мы традиционно начинаем с внешности автомобиля. Машина красивая, она красивая по-японски. Все, кто любит автомобили марки Infiniti, я уверен, сейчас просто в восторге от вот этого купе-подобного силуэта. Мне машина тоже очень нравится. Здесь у нас 20-е диски, клиренс автомобиля составляет 219 мм, это как минимум. И машина действительно впечатляет. Она стремительная, как можно сказать по-украински, вона выглядає зухвало. Этот автомобиль сделан для того, чтобы вы демонстрировали себя. Этот автомобиль сделан для того, чтобы вы хвастались и выделялись на дороге. Красный цвет тоже очень подходит машине. Тем не менее, надо честно признаться, что вот передняя часть автомобиля, если мы посмотрим на нее сбоку, это QX50. Хотя на презентации нам говорили, что, ребята, QX50 это отдельный автомобиль, QX55 это другой автомобиль. Но вот этот вот капот, фарки и вот эта вот вся история спереди, это все-таки немножко 50-ка. В этом нет ничего плохого. 50-я мне тоже очень нравится. Что нам предложила 55-я? Это вот такая вот огромная массивная решетка радиатора. У нас диодные фары. И это диодные фары, которые могут переключать в автомате дальний, ближний свет, но у меня нет уверенности, что это умный свет, который вырезает автомобили, которые едут попутно, или автомобили, которые едут к вам навстречу. При создании SUV со спортивным силуэтом у разработчиков, у дизайнеров и инженеров всегда есть две проблемы и две задачи. Сделать автомобиль эмоциональным, сделать автомобиль стремительным и при этом сохранить практичность. И вот это все мы сегодня будем проверять, получился ли у них этот баланс. Ну и, конечно, важная составляющая таких авто – это багажное отделение. Здесь есть оригинальные решения, например, кнопка открытия багажника замаскирована в логотипе. Нажимаем на вот эту секретную кнопку, открываем багажник. Его объем 555 литров. И это, конечно, очень неплохо для автомобиля в этом размере и в этом классе. Мы уже знаем цены для украинского рынка. Все стартует с 1 500 000 гривен, заканчивается на 1 700 000 в топовой комплектации, которую мы сегодня тестируем. В долларах это от 55 до 62 тысяч. Как по мне, это недорого за автомобиль в таком дизайне и с такими технологиями. Хотя, конечно же, у меня будут вопросы. Для тех, кто является владельцем текущего поколения Infiniti, особенно линейки QX, салон автомобиля не станет откровением. Здесь вполне понятная архитектура салона. Никаких новых решений здесь я пока обнаружить не могу. Используются хорошо проверенные прорывные технологии 2006-2012 года выпуска. Особо доставляет удовольствие вот это вот невероятное эклектичное сочетание двух мониторов. Один монитор реально 2003-2006 год, второй монитор реально 2012, но максимум 2017. Внутренняя логика и внутренние процессы работы с этой мультимедией – это отдельная, трудная, тяжелая история. Это как начать говорить на японском языке, когда ты всю жизнь разговаривал на украинском. Ну, то есть шансов у тебя понять японца или что-то ему объяснить, ну, как бы никаких. И я абсолютно не сгущаю краски.
Вот, например, мое любимое упражнение, которое называется «Найди здесь, пожалуйста, подогрев руля». При том, что вот у нас кнопки подогрева сидений, все просто, все понятно, вынесено на физические кнопки, и это абсолютно разумное и понятное решение. Но кнопки руля вы не обнаружите ни на этом блоке посередине, ни, собственно, на руле. Вы даже можете попробовать тойотовскую технику и найти эту самую кнопку подогрева руля где-нибудь на торпедо с левой стороны. Но нет, это тоже фиаско, потому что подогрев руля вы должны найти вот на этом мониторе. Как его находить? Да, вы включаете кнопку климат-контроль, и когда вы заходите в управление климат-контролем, вы находите кнопку подогрева руля. При этом здесь не будет кнопок подогрева сидений. Почему? Почему так делают в компании Infiniti, я реально не могу понять. Ведь здесь, в общем-то, есть место еще для одной маленькой дополнительной кнопки. Хотите, покажу? Вот оно. Вот одна кнопочка, а вот даже вторая для подогрева какого-нибудь подлокотника, как это бывает в автомобилях марки Mercedes. Но нет, компания Infiniti говорит: послушай, наш автомобиль — это загадка. Наш автомобиль не для всех. Наш автомобиль — это реальный японский эксклюзив. Друзья, буквально на днях у нас праздник Новый год. Все ждут подарков. Именно поэтому наш партнер, сервис онлайн-страхования Hotline, этот самый новогодний подарок для вас подготовил. Покупая страховку гражданской ответственности ОСАГО, вы получаете скидку в 10% на свой полис. При этом помните о том, что даже если сейчас вам страховка не нужна, вы можете при покупке указать дату, когда ваша страховка должна активироваться, и таким образом вы получите и скидку, и заблаговременно приобретете для себя страховой полис. Оформление, как всегда, пройдет мега быстро. Я гарантирую, что за 5 минут вы не только выберете лучшее предложение, но также покончите со всеми формальностями. Как получить скидку? Все очень просто. При покупке вы вбиваете промокод NEW22. И все, вы в домике. И также в домике ваша машина. Она находится под защитой. Ссылку и промокод вы можете найти в описании под видео. С наступающими праздниками! Еще одна неприятная история — это, конечно, качество вот этого монитора, который также отвечает за камеру 360 градусов. 16 лет назад камера на 360 градусов в автомобиле марки Infiniti заставляла плакать горючими слезами Audi, BMW и Mercedes, потому что они в принципе не понимали, что так бывает. В то время Infiniti на фоне немецких авто это была летающая тарелка. Я, честно говоря, даже не понимал, зачем Audi и BMW, если есть Infiniti, которая при этом продавалась еще и в 2 раза дешевле. Но с тех пор прошло немало лет, а эти видеокамеры по-прежнему мы видим в Infiniti не просто в 2021 году. Через неделю наступит 2022. И нет ни одного объяснения, почему в премиальном японском автомобиле мы не получили отличный монитор и отличную мультимедийную систему. Я уже не говорю про монитор щитка приборов. Здесь у нас по-прежнему приборы аналоговые, а этот бортовой компьютер вы уже можете увидеть даже на таких моделях, как Nissan Juke. И это несколько неприятно для владельцев Infiniti, хотя и лестно для владельцев Nissan. И это при том, что Япония — это вообще символ цифровых технологий. Япония — это символ мониторов. Ребята, в конце концов у вас через дорогу находится компания Sony. Вы можете вот так вот в двери постучать и сказать: слушайте, а вы не могли бы нам немного напилить мониторов? Или, например, выдать немножко камер. Камеры Sony лучшие в мире. Они устанавливаются во все мобильные телефоны, которые сегодня существуют. Они устанавливаются во всю профессиональную технику, которая на сегодняшний день существует. И что, тяжело сделать так, чтобы BMW и Mercedes снова умылись кровью при виде того, что умеет делать Infiniti? У меня пока в голове не помещается, почему в салоне Infiniti все выглядит вот приблизительно вот так. При том, что у нас мега удобные сиденья. Вот здесь совместная работа с NASA
Это прекрасный образец того, что можно сделать сразу хорошо. По-настоящему сразу хорошо. Не камеры сразу хорошо, которые 18 лет вы не можете поменять, а сиденье сразу хорошо. И когда ты садишься и понимаешь, вот эта фирма, я бы хотел, чтобы вот такие сиденья заменили кресло у меня на работе и кресло у меня дома. И, возможно, пускай кровать моя тоже будет кресло от Infiniti, потому что это реально здорово. Но вместе с этим здорово у меня снова возникает вопрос. Ребята, а зачем мне вот этот вот салон маечка? У вас были прекрасные коричневые, прекрасные бежевые салоны, прекрасные белые салоны в стиле Данхил, когда не нужно было говорить у нашего автомобиля премиальный салон. Ты садился, смотрел на эти сиденья и понимал, ну, круче премиума уже быть не может. И не нужно никому рассказывать, что у нас кожа напа, что у нас какая-то перфорация. Ребята, я все видел. Я из-за этого салона на 50% хотел приобрести автомобиль марки Infiniti и на 50% из-за тех самых камер и мониторов, которые просто со всех сторон вываливались тебе на голову. Сегодня в Infiniti этого нет. А что есть? Это очень хороший вопрос, потому что иногда у тебя складывается впечатление, что все свои лучшие автомобили марка Infiniti уже сделала. И в этой шутке есть доля правды. Давайте вспомним историю этого славного бренда. Все началось в 1985 году, когда топливный кризис в Америке начал заканчиваться, и стало понятно, что не только малолитражки Ниссаны будут продаваться на американском рынке. Да, у американцев снова появились деньги, появился азарт, и они захотели получать снова большие премиальные автомобили, в том числе и седаны. И в тот момент японцы разработали секретный план по захвату автомобильного американского рынка. Я уже не помню, как план назывался. Назовем его Барбаросса или план 2 Барбосса. Не суть важно. За 4 года японцы в полной тайне подготовили модель Q45. Чтобы вы понимали, в этом седане был мотор 4,5 литра под 300 лошадиных сил, крутящий момент под 400 ньютонов. Машина разгонялась до сотни за 6,7 секунд. Это невероятно впечатляло журналистов. Машина имела систему полного привода, в машине была блокировка дифференциала, у автомобиля была память сидения, у автомобиля был бесключевой доступ в автомобиль, и на некоторых моделях также устанавливалась активная подвеска, которая считывала информацию с дорожного полотна и регулировала жесткость амортизаторов. В 1989 году. Сейчас я еду на Infiniti, где нету электрорегулируемых амортизаторов, где под капотом у нас установлен 2-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 249 лошадиных сил. Коробка вариатор. Система полного привода без никаких блокировок дифференциала. До сотни машина должна разгоняться за 7,5 секунд. Я сегодня разгонялся 7,8. Заунывно орет вариатор. Окей. Какой же у нас получился разгон? 7,8. Ну, не так уж и далеко от заявленных характеристик, с учетом того, что я с оператором здесь сижу. 7,8. Это неплохо, но не 6,7. И здесь, конечно, у нас еще один вопрос к марке Infiniti. Ребята, а куда вы сдвинулись с 1989 года? Где те самые технологии, из-за которых мы любили Infiniti, любим Infiniti и хотим любить Infiniti? Частично у меня есть ответы на ваши вопросы, потому что все не так уж и плохо на сегодняшний день. Во-первых, мотор. Да, действительно, он 4-цилиндровый, но он турбированный. И 249 лошадиных сил – это всего лишь история о том, что российский рынок, а украинский рынок, к сожалению, на данный момент привязан к российскому рынку. Так получилось. Но, слава богу, из-за этого Infiniti по-прежнему остается на украинском рынке. Тем не менее, в России налогообложение выглядит следующим образом. Чем больше лошадиных сил, тем больше налог. В Украине чем больше объем мотора,
тем больше налог. Именно поэтому 249 лошадиных сил это принципиально для российского рынка, потому что после 250 лошадиных сил совсем другое налогообложение, и автомобиль катастрофически дорожает. Нам на украинском рынке, если был бы мотор 2 литра 300 лошадиных сил или 400 лошадиных сил, налоги одни и те же. При этом где-то в уме я все время держу гениальный ниссановский мотор 3 литра битурбо 400 лошадиных сил, который способен вот этот автомобиль, я уверен, разогнать до сотни за 5 секунд и даже за 4,5. Я не понимаю, почему мы не можем получить вот тот мотор, вот ту гениальную историю, когда вот этот QX55 будет гоняться не со Шкодой, не с Kia Sportage по дорогам Киева, а будет гоняться вот с реальными автомобилями, которые едут 5 секунд и которые реально называются премиальными и люксовыми. Хотя, да, этот двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор это действительно тоже произведение искусства, потому что японцы на излете вот этой всей истории с ДВСом разработали гениальную историю. Здесь степень сжатия может колебаться от 8 до 14 к 1. Это все делается благодаря тому, что меняется объем цилиндра за счет того, что поршень либо поднимается, либо опускается вниз. И благодаря изменению объема цилиндра мы получаем либо мегаэкономичный автомобиль, либо получаем автомобиль, который выдает какую-то хорошую мощность. При этом, еще раз повторюсь, 7,5 секунд до сотни разгоняется этот автомобиль. На автобане мы сейчас тестируем автомобиль на околицах Баку, Азербайджан. Здесь не сильно полетаешь, потому что очень много полиции, очень много камер. Нас уже один раз остановили, один раз заштрафовали. Поэтому все, что я мог сделать, это замерить скорость на круиз-контроле 90 км в час. У меня получилось 9,2. Зима близко. Именно поэтому наш партнер, компания Bosch, напоминает о том, что правильный и качественный аккумулятор зимой – это залог того, что автомобиль заведется в самый лютый мороз. И для этого не нужно приобретать самую дорогую батарею. Для этого нужно хотя бы просто минимально разбираться в аккумуляторах и подобрать тот, который подходит именно для вашего автомобиля. Для этого недостаточно знать пусковой ток и емкость в ампер-часах, которая указана в руководстве по эксплуатации. У вас может быть автомобиль с минимальным потреблением тока, потому что электрооборудования на борту немного. А может быть автомобиль с высоким уровнем потребления, системой старт-стоп или рекуперацией тормозной энергии. Поэтому Bosch разработал разные линейки аккумуляторов на все случаи жизни. Серия батарей S3 для машин с небольшим уровнем электропотребления с технологией Power Frame. Она обеспечивает высокий пусковой ток и быстрый заряд аккумулятора. Линейка S4 разработана для авто с высоким уровнем энергопотребления, а батареи S4i с технологией EFB для машин с системой Start-Stop. А вот батареи S5A с технологией AGM предназначены для электросети с системой Start-Stop или системой рекуперации энергии торможения. Аккумуляторы с этой технологией обеспечивают уверенный запуск двигателя даже в сильные холода. На пресс-конференции презентеры сказали, что этот автомобиль будет потреблять топливо, как обычный среднестатистический дизель. Но при этом они как бы не уточнили, это японский среднестатистический дизель, как, например, у Toyota Land Cruiser, который жрет 16-18 литров, или это европейский дизель, такой как у Шкоды, когда расход на скорости 90 км в час будет составлять 5,6 или 6 литров на 100 км пути. В общем, мотор у нас интересный. Мотор действительно может ездить по-разному, особенно с учетом того, что у нас здесь есть кнопка переключения режимов. Мы можем выбирать спорт, стандарт, либо эко. Я, кстати, замерял наш расход в режиме эко. Чем еще может подкупить вас Infiniti QX55? Это, разумеется, система полного привода, это
коробка-вариатор, которая работает вместе с мотором и системой полного привода. Работает, кстати, неплохо. Мы также можем переключаться в ручной режим. У нас есть виртуальные фиксированные передачи. И этот мотор очень неплохо работает с этой коробкой. Каких-то грандиозных замечаний у меня нет. Что еще может говорить в пользу Infiniti QX55, если мы ищем легендарные японские супертехнологии? Ну, безусловно, это рулевая рейка. Она цифровая. У нас нету никакой механической связи с колесами. Все это цифра, все это как минимум 4 цифровых блока, которые дублируют друг друга. Разумеется, вот эта рулевая рейка получает огромное количество информации от датчиков, которые установлены в автомобиле на колесах, на тормозной системе, различные гироскопы и так далее, и так далее, и так далее, для того, чтобы адаптироваться к ситуации, для того, чтобы укорачивать или удлинять передаточное число, для того, чтобы делать вашу езду более комфортной или более спортивной. При этом, когда вы попадаете на какие-то колдобины, эти самые колдобины вам на рулевую рейку не передаются. А если и передаются, то едва-едва для того, чтобы проинформировать, что там вот под колесами происходит какая-то внештатная информация, либо что-то изменилось в худшую сторону. И вот это уже, конечно, жирный плюс, потому что чем меньше деталей в автомобиле, тем он надежней и, разумеется, тем он более высокотехнологичен. И вот эта вот рулевая рейка – это также дополнительный аргумент в пользу автономного вождения, потому что цифра плюс цифра даст вот тот самый вожделенный автопилот для многих будущих пользователей японских автомобилей. Нравится ли мне вот эта вот синтетическая рулевая рейка после моего старинного гидроусилителя? Иногда при быстрой езде мне вся эта история кажется легковесной, но при парковке, когда я еду медленно, когда я маневрирую, все выглядит великолепно, и эта технология точно имеет право на жизнь, и весь автопром, скорее всего, пойдет по стопам Infiniti. При этом открою небольшую тайну. Все-таки механическая рулевая рейка здесь есть, но она резервная. Она здесь находится для того, чтобы успокоить водителя, что в случае какой-то внештатной ситуации, пропал ток, например, в вашем автомобиле, у вас все будет работать, и вы спокойно доберетесь до той точки, куда вам было нужно. Впрочем, статистика компании Infiniti говорит о том, что все вот эти электронные блоки работают настолько надежно, что отказов пока не было. А технологии, слава богу, уже лет 7, если не 10. Думаю, что важный аргумент для будущих владельцев Infiniti – это очень сильный блок систем безопасности и также хорошая комплектация, когда ты за относительно небольшие деньги получаешь и климат-контроль, и бесключевой доступ в автомобиль, и какие-никакие, но камеры на 360 градусов. Также у нас есть высококачественная музыкальная система Bose, у нас есть стекло с автозатемнением, и у нас есть второй ряд сидений, на который я обязательно переберусь, для того, чтобы вы поняли, насколько там просторно и что японцы предлагают для пассажиров второго ряда. Помните, в начале тест-драйва я говорил о том, что дизайнеры и инженеры постоянно должны находить баланс. Так вот, второй ряд сидений – это именно оно. Есть место для ног, есть место для головы, несмотря на то, что у нас, естественно, скошенная задняя часть автомобиля и у нас везде завалены балки. При этом я сижу здесь удобно, у меня есть подлокотник, и вот эти вот задние сиденья я также могу придвинуть или отодвинуть. При этом посмотрите, какой большой диапазон. Таким образом, я увеличиваю размер своего багажного отделения, либо получаю максимум места для пассажиров второго ряда. И также у нас регулируются спинки сидений. Можем поставить их максимально вертикально, можем сложить, а можем откинуть, для того, чтобы получить практически посадку бизнес-класса. У нас трехзонный климат-контроль, поэтому здесь есть регулировки этого самого климат-контроля. Есть разъем USB, есть прикуриватель. При этом я по-прежнему не нахожу в лакшери версии подогрева задних сидений.
Только что делились мы впечатлениями с Павлом Кощуком. Он сказал, что вот здесь есть какие-то невероятные щели в сиденьях, когда ты, в принципе, руку можешь засунуть в багажник, не складывая подлокотник. И действительно, обратите внимание, пожалуйста, товарищ оператор, вот так вот моя рука, и вот она стремительно прорывается в багажное отделение, потому что щель таки существует. Но я прекрасно помню Infiniti QX50, где почему-то вот эти вот задние сиденья поскрипывали. И, возможно, вот такой вот люфт сделан именно для того, чтобы эти самые спинки не сильно соприкасались и для того, чтобы не было скрипа. Но это рабочая версия. Непонятно, как все будет выглядеть на самом деле. И вот они, сиденья, они у нас складываются практически как ровный пол. И только что я наконец-то сформулировал мысль по поводу того, что же меня немного, українською мовою, що мене бентежить в этом 2-литровом модном моторе VC Turbo. Так вот, это великолепный мотор с отличной мощностью, 249 лошадиных сил, 380 крутящего момента, разгон до сотни 7,5 секунд, турбированный, 4 цилиндра, японское качество. Если бы он стоял на микре, вообще цены бы ему не было. Для QX55 мне кажется, что все-таки маловато. Шумоизоляция – это отдельная дисциплина. Наши зрители очень часто просят не пропускать историю о том, насколько автомобиль шумный. Я специально проверил, у нас сдвоенные боковые стекла и шума от стекол в автомобиле нет. Вся звуковая какофония сюда поступает от задних арок, и это свершившийся факт. На самом деле вам действительно придется что-то с ними делать, если вы хотите получить реальный премиальный уровень шумоизоляции. Подвеска. Машина великолепно рулится, есть четкое ощущение, что ты передвигаешься на легковом автомобиле. Никакой тяжеловесности, никакой валкости, никаких кренов. Обратная сторона медали: на 20-х дисках у меня есть ощущение, что подвеска жестковата даже на качественном асфальте. И трудно даже представить, что будет на украинских колдобинах. Поэтому, ребята, 20-е диски — это действительно очень красиво, но я бы остановился на 18-х с высоким профилем. Совсем недавно я критиковал щиток приборов с аналоговым спидометром и тахометром, а сейчас буду хвалить за проекцию на лобовое стекло. Она здесь качественная, и она действительно помогает не отвлекаться от дороги. Кстати, даже есть красная кнопка для вызова Павла Кощука. Он с нами на тесте. Итоги подведем. Infiniti сделала хорошие машины. Этот автомобиль выглядит очень эмоционально, автомобиль выглядит очень эпатажно, автомобиль выглядит понтово. Но также хочется задать ряд вопросов разработчикам. Во-первых, ребята, где 3-литровый битурбомотор? Во-вторых, где красивые бежевые и коричневые салоны? В-третьих, где нормальная мультимедиа? Да, вы поставили Apple CarPlay и Android Auto. Это реальная революция для японцев. Это прям какая-то мега история, но при этом вот эти два монитора, особенно верхний, с ужасающей картинкой и ужасающими камерами на 360 градусов, очень беднят машину. Будет ли Infiniti хорошо продаваться в Украине? Да, будет. Хороший дизайн, хороший салон, система полного привода, приличный мотор, более-менее динамика, более-менее расход, но самое главное, гордое слово Infiniti. Оно будет продавать еще долгие годы. Потому что большинство моих придирок, хотя и являются абсолютно обоснованными, не являются критичными для покупателя. Во-первых, потому что на сегодня 249 лошадиных сил за 54 тысячи долларов – это зачастую даже больше, чем мог бы ожидать покупатель. Во-вторых, для женской аудитории, а это процентов 50 покупателей, рассказы про мощность, управляемость и полный привод в условиях песчаного пляжа – это звук дождя по металлической крыше. Просто фон
фоновое сопровождение к визуальным эффектам, а с ними у Infiniti все очень неплохо. В-третьих, для мужиков 249 лошадиных сил при наличии турбины это всего лишь $400 за чип-тюнинг, и вы получите от 280 до 350 лошадиных сил, а это уже сильно лучше и интересней. В-четвертых, японцы по-прежнему предлагают больше опций за меньше денег, и максимум в $62 тысячи это очень часто 4 колеса и руль у немцев. Конечно, остается вопрос по мультимедии, но за такой дизайн и соотношение цена-качество можно и потерпеть, особенно при наличии Apple CarPlay и Android Auto. Для того, чтобы вы поняли, насколько медленно умеет запрягать компания Infiniti, разработка вот этого логотипа, а это тоже аллюзия на бесконечность, дорога, уходящая вдаль, разработка этого шрифта и разработка вот этой надписи шла в течение 2 лет. 2 года они утверждали один маленький логотип. Ну, с другой стороны, как вы Infiniti назовете, так она и поплывет. Вы смотрели программу «Две лошадиные силы». С вами был Рауль. Встретимся на следующей неделе.